Что будет, если собрать 5 девчонок и отправиться в Гродно? Смотрите в этом видео. Как добраться, куда сходить, где вкусно покушать и почему каждому стоит посетить Гродно. 3 дня в Гродно. Поехали! Мы приехали с Лизой на вокзал. Здрасте. Пойдем встречать наших подружаний и поздравлять нашу именинницу. Солнышко такое. Ой, так давно не ездили на поезде никуда, да? Из Минска ежедневно ходит несколько поездов. Мы взяли тот, что отправляется в 7:10 утра. Вот еще один человечек к нам прибыл. К имениннице у нас опаздывает, получается. А я так бежала. С днем рождения! С днем рождения! Кофеечек берем. Показывай свою маскировку. Я закрылочку и орешку. Я думаю, нифига ты еды набрала, пакет целый. Кто еще будет брать кофе? Я. Так, будем искать наш вагончик. Снимай блог о твоем дне рождения. Плацкартное место стоит 18 белорусских рублей. Это чуть меньше $6. Человек первый раз в туалете. Ой. Ехать почти 5 часов. Можно даже поспать. Сразу отправляемся заселяться в квартиру. Едем на такси, так как по сравнению с Минском оно тут очень дешевое, в среднем 5-6 белорусских рублей. Рондондон. А где еще одну потеряли? Приехали в нашу квартирку, заселились. Сейчас будем дарить подарочки. Поедем кушать. Такая у нас квартирка в сереньких тонах. Расскажите мне, как у вас настроение? Настроение супер, только мне пока осталась настроение кровать. Квартира двухкомнатная. Бронировали заранее на Кофаре на 2 ночи. Вышло 280 рублей на всех. Наша поездка попадала на майские праздники, поэтому мы бронировали за несколько недель. Но в обычное время можно и за несколько дней до поездки найти хороший вариант. Мы приехали за 30 земель, чтобы поваляться на диване и посмотреть стендап. Поперечный, мы тебя любим. Такой молодой. Давай его отметим. Мы заселились уже, переоделись, идем кушать. И сейчас будем тестить, сколько займет от нашего дома до центра. Вот мой настоящий любимый начинающий блогер. Идет, пилит контент. Да. Уже напилила на год вперед. Дорога от квартиры до центра заняла полчаса. И первое место, в которое мы пришли на завтрак-обед, была кофейня справа. Находится она около главной площади города, но спрятана в арке одного из старинных домов. Внутри приятный интерьер. Порадовало также наличие дрип-кофе. Взяла парочку с собой. Летняя терраса выходит в тихий дворик, где мы и расположились. Мы пришли покушать, обедать завтраками, да, и пить алкогольные и безалкогольные коктейльчики. Довольно большой выбор завтраков и вкусный кофе. После завтрака мы немного прогулялись по городу и поехали обратно в квартиру готовиться к вечеру. Сирень цветет, и наш цветник расцвел. И турбикулёнок. Красота какая, девочки, такой Жданочка, как уже красивые все. 2 тачки заказали, потому что мы не помещаемся в одну. Все, девочки, на встрече, увидимся там. Pedro, 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 Pedro.
Как мороженое, Ань. Ну, чувствуете бекон? Очень вкусно, как будто карамелизированный бекон, такой сладенький. Да. Он карамелизируется и потом замешивается. Давайте всегда такой же жизнерадостный, прекрасный, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы все было в жизни прекрасно, ну и всего самого наилучшего. Ой, спасибо вам большое. Днем рождения! Ну как вам бар? Честное мнение о баре. Прикольно. Не, музыка на самом деле прикольная. Идемте дальше. Дальше, следующий бар. Маршрут перестроен. Решили устроить челлендж, заходить в каждую баруху и брать шоты. Это уже четвертое заведение. Ой, девчонки, мы проснулись, улыбнулись, все опухли такие. Такие вот все девочки. Кто сходил в туалет удачно? У меня камера такая. Сделаем сейчас зарядочку с Роксаной. На балкончике. Ну и, конечно, мы сразу отправились на завтрак. Мы приехали в Кроненпарк на завтрак. Будем сейчас ходить, тут очень красивый лес, птички поют. Будем тестить. Вообще, Кроненпарк — это отель, но на завтрак с 11 утра может приехать любой желающий. Отель располагается в большом парке на окраине Гродно, что создает атмосферу уединенности с природой. Есть такой стол с фонтаном. У меня яйцо Бенедикт с лососем в круассанчике. У Веронички омлет с креветосиками. Вероника у нас просека у нас с самого утра. У Ани какая-то рисовая каша. Саня почти как у меня, так и на бриоше. А у Лизы... Что у тебя, Лиза? У Лизы просто лакшери жизни. Мне кажется, посмотрите, она просто... Секс в большом городе, примерно. Она просто разваливается. Это вообще... Вкусненько. Сейчас она уже почти... Вероника, пробуй скажешь. Крем же сладкий очень, да, наверное? Угу. Да. Лизнула. Внешний вид и самого отеля, и летней террасы можно описать одним словом – лакшери. Но в то же время цены не выше, чем в заведениях Минска. В среднем завтрак на человека обошелся 25-30 белорусских рублей. Мне очень понравилась и атмосфера, и кухня, и сервис, поэтому рекомендую. Мы позавтракали, вот гуляем в парке, снимали тиктоки. Поедем скоро дальше исследовать Гродно, посетим какие-нибудь замки, достопримечательности. Сегодня такой день на лайтике, посмотреть город. Продолжаем наше путешествие. И сейчас мы поедем смотреть новые места. Следите за развитием событий. С вами корреспондент Маргарита Зайцева. Оставайтесь на связи. Мы хотели купить с Роксаной шапочку, потому что жесткое солнце и просто ужасно пьет в голову. И вот наши обновочки. Белорусские бренды. Может быть, и не самые классные, но зато у нас не будет солнечного удара. Ой, эти завтраки, эти обеды, это светская жизнь, я устала. Я не могу больше так. Есть, ходить и гулять очень тяжело. Это сейчас иди гуляй, потом опять иди кушай. Ну, это невозможно. Хочется, не знаю. Релакс, Да. релакс. Да. Ну вот мы приехали на первый замок, да? Да. Пойдемте в новый. Новый там. Идем туда. Пошли мы все же в старый замок Гродно. Он был относительно недавно реконструирован, что придало многим экспозициям более завораживающий эффект. В
целом, даже если вы не фанат музеев, то вас заинтересует различного вида интерактив, что я лично вижу впервые в Беларуси. А также эстетическое наслаждение от дизайна всего замка. Какой урок ты вынесла? У нас есть 2 двери. В какую же мы выберем пойти сегодня? Эта дверь закрыта, значит мы идем во вторую. Ну что, мы закончили нашу экскурсию по старому замку. И я могу сказать, что это однозначно стоит посетить, потому что реставрация была 3 года назад, и тут все очень классно сделали, все оцифровали, очень много интерактива, красивых дизайнерских решений, и для вдохновения, и развлечения. Я считаю, что это стоит посетить. Так что ставлю лайк этому месту, посещайте. Вон она. Мы хотели попасть в новый замок, и там познакомились с челом. Хотел попрактиковать английский, мы с ним начали small talk, и потом получилось так, что пригласила его с нами. Мы пошли в синагогу, потом я подумала, наверное, всем будет не очень, если он будет с нами весь вечер гулять. Это прямое включение. Проголодались после всех наших выставок и замков, и мы пришли в итальянское заведение. Будем сейчас кушать что-то типа пиццы, но не пиццу. Очень голодные, кажется, сказала себе целую пиццу, не знаю, как с этим пиццей. Нам принесли супчик, пахнет обалденно. Вот мы очень любим такие вот хлебные штучки. Вот, нам не принесли ложки. Ждем ложки, потому что есть-то хочется. Он с бекончиком. Ну да, с бекончиком. Хотите хлеба? Так, мы уже расправились с супом, и нам принесли, точнее, не принесли, да, она вот в одно лицо хочет съесть. Пинца, да, вот такой вот сыров много, прошутто, базилик свежий, очень классно выглядит. А у меня тоната, но не вителла, а с говядиной. Очень обалденно, просто вкусно, либо мы очень голодные, либо это реально прикольное заведение. Выглядит очень красиво в таком вот милом дворике с фонариками. Ой, но мы не смогли доесть, поэтому Аня забирает с собой. Девочки, всем понравилось заведение? Да. Мне очень понравилось. Я бы советовала сюда приходить. После плотного обеда, конечно, нужно выпить кофе. Сразу рядом оказалась популярная в Гродно кофейня с очень приятными сотрудниками, которая называется Джезва. А девочки взяли мороженое, как вам? Там какие-то необычные вкусы или просто? Тоже рядом с Джезвой. Наверное, по выходным выставляются. А Роксана у нас человек-магнитик. Куда без магнитика, да, дорогая? Показывай, что приобрела. Это магнитик. Супер. Мне нравится, как мы ездим просто табором каким-то на 2 машинах. К нам подъезжают тут во двор, столпотворение машин, они не могут разъехаться. А Роксана снимает распаковки своих бьюти-брендов. Оказывается, тут этот университет рядышком с парком, в который мы приехали. Мы приехали на закате, но университет волшебный. Может быть, завтра к нему еще подойдем, посмотрим. Мы приехали в парк, аттракционно показывается это парк, а не просто парк. Сейчас будем фоткаться вместе. Поедете кататься на горочку? Да, я буду. Я не поеду ни на чем, кроме кольца обозрения, потому что я боюсь.
Мы купили билеты, ну, лично я, на кольцо обозрения и на автодром. Будем с Аней кататься. Может быть, я еще решусь на вот эти вот горки. Спойлер, я все же на них решилась и очень пожалела, потому что нас всех очень укачало. Но пока что я на них боюсь и ничего не попало. А девчонки вообще решили пойти по полной и купили все возможные штуки. Еще очень-очень много комаров. Они кусают бесчанки просто за лицо, за все что угодно. Пойдем кататься! Нельзя 4 человеком садиться в одном этом. И мы поедем вдвоем, а девочки поедут отдельно. Ой, как страшно. Ну что же, мы присели в кабинку, и так как нас было только двое, мы с Роксаной здесь вдвоем, и будет мини-обзор. Тут есть окошко, чтобы дышать. А вокруг очень красивый фонарик. Окно. Вот, отдыхаем, чилим, наслаждаемся. Потом все, кроме меня, поехали кататься на горках. Вагончик 4-местный, поэтому я осталась работать оператором. Ну что, никто не блеванул? Ой, мы покатались, уже идем дальше гулять по такой красивой улочке с такими фонариками. Пешком решили дойти до нашего дома. Где-то полчаса будем идти. Девочки, почем? Рубль 50. А что так дешево? 50 рублей. Ну мы только открыли. 50 рублей один качан. Можно, девочки. Какую? Одну, две. Солью, две. Что-то горячее. Сейчас, девочки. Вот и настал наш последний день, время выселяться. Было хорошо, пока-пока квартирка. Идем завтракать, относить вещи на камеру хранения и будем еще гулять до часов 5 вечера. Приехали на вокзал. Будем сейчас сдавать шмоточки. Безумно тяжелые. Домой. Мы поедем завтракать. И еще пойдем в парк, наверное. Да. Ну и так прогуляемся по городу. Но сперва уже по классике завтрак. А мы на это и рассчитывали. Я так и поняла. Блин, мы посмотрели видос, там очень классно было показано, как типа в кофейню это заходить. Давайте посмотрим. Давай. Очень креативненько. Заходим в такую дверцу и идем вон на летнюю терраску, надеюсь. Сделали заказ и сказали, что ждать минут 50. Ну, кофе сразу будет. Похаваем. Кофеечку. Кофе и десерты вопросов нет, вкусно. А вот основной заказ мы ждали больше часа, но девчонки время не теряли и устроились загорать. Прошло уже минут 30. Люди за нами, которые пришли раньше, тоже все еще ждут свою еду. Это очень странно, потому что людей по факту немного, но ожидание как-то очень долгое. То ли там один повар у них работает, то ли они очень медленно это все делают. Засекаем, сколько мы еще будем ждать. В итоге мы прождали даже больше часа, а сырники Ани принесли и вовсе полуготовые. За сервис однозначно огромный минус заведению. У нас еще было много времени до вечера, и мы зашли в один из главных символов Гродно – костел Франтишка Ксаверия. А после все же решили попасть и в новый замок, который сейчас является историко-археологическим музеем. Уже все посмотрела. Посмотрелась. Отдыхает. Аня в музее чисто ищет места, где можно посидеть.
Больше всего нас заворожила выставка чучел животных, где были представлены виды, как проживающие на территории Беларуси, так и далеко за ее пределами. Перед поездом мы решили пообедать, из-за чего чуть на него не опоздали. У нас была ситуация с ОС, мы сидели сейчас на стреме в ресторане, пока ждали нашу еду, хотели перекусить перед выездом. А нашу еду, как обычно, все не несли, и мы такие, ну все, мы опоздаем на поезд. Но мы все быстренько, чётенько порешали, и сейчас идем забирать наши шмоточки, через 25 минут поезд, и отправимся домой на Минск. Поэтому я не снимаю. Едем в Минск. Покорять столицу с вонючими ногами. Надо было Дейзик достать. Вас Соня, видите, стоит? Да. Слишком близко. Он берет себе такую штуку. Покупайте. Все. Спокойно. И все. Ну все, девочки. Гродно, пока-пока. Какая Гродно, ты супер. Впечатление этот город оставил самые приятные, и если в России культурная столица Питер, то в Беларуси это однозначно Гродно. Тут царит атмосфера культуры, истории, творчества, и в то же время чувствуется непринужденность. Много интересных мест и заведений, которых за одну поездку не успеешь обойти. Очень неожиданно было узнать, что в Беларуси есть такие приятные города, куда хочется вернуться. Пишите в комментариях, были ли вы в Гродно, понравилось ли вам или только собираетесь. Всем спасибо за просмотр, пока-пока!